Эй, ну что, продолжаем Divinity. В прошлой серии мы нашли Мордуса все-таки в этих пещерках, и мы его убили. Вот, вместе с его приспешниками, которых он одурманил. И он сказал, что дар ему был выдан тем, кого отвергли 7 богов. То есть, скорее всего, это был король. Вот так вот. Ух ты. Это мы потом изучим. And I thought this cave couldn't get any more grim. I do not want to know what that smell is. Death. Watch your step. Что тут есть еще? Блин, сейчас я в эту воду зайду и сдохну, да? А что там вообще? Тут какие-то ритуалы. Опс. Так, давай ты не будешь нажимать на кнопочки. Сейчас опять на что-нибудь наступлю. Моего восприятия не хватает, чтобы замечать такие уже ловушки. О, косточки. Блин, опять слишком тяжелый рюкзак. Ну вы издеваетесь. Вы издеваетесь надо мной. Отдаемся лоуса. Лоуса будет продавать потом. Кстати, у нас теперь две ячейки истока, как нас Мордус научил. Круто. Теперь мы можем юзать способности еще более мощные и чаще. Так. Все, да? Что тут есть? Не знаю, почему бы и нет. Как сюда попасть? Ладно. Ой. О! Акула. Ого, сколько у нее физермора. Погоди, ты знаешь, что я сделаю? Пока что сильно нагнетать не буду. Она жирная вообще. В смысле, а почему у меня пропала невидимость, что я в воде прошелся? Окей, ладно. Понял, буду знать. Блин, дебильные нейтралы еще тут ходят. Слушай, она же, наверное, не может меня в воде бить. Ой, не в воде. Или может... А, тут ничего такого-то и нету.
Давай сюда. Та-та-та-дам. Отлично. Пробил. I'll yield to none. Она нас так даже не атаковала. Ничего себе, она сильная была. Так, фрагмент хлипкого корпуса. Давай лоуса. Ну что, у нее лук не ломается от стрельбы. В отличие от кинжалов. Ну, от попыток сломать. Кстати, эти крабики еще тут? Или они уже бежали? Бежали. Ладно, пойдем на выход тогда. Вообще, кстати, смотри, мы могли зайти отсюда, когда я стоял вот здесь вот. Я мог телепортнуться ведь сюда и зайти сразу к Мордусу, не проходя вот эти вот толпы лабиринтов. Но с другой стороны, ну так, наверное, лучше даже. Что я все постепенно изучил. А можно реально было к нему с тылу зайти. И зато вот так вот постепенно я узнал кучу информации, которая мне позволила понять, что он управляет с помощью магии крови. Зафокусить его. The statue reaches blindly upwards, her face tear-streaked with trickles of rainwater, and her wings pockmarked by the salty spray of the sea. You no longer look without, but within. You understand where your path must... О, тут корабль. Вот в этот можно войти. Че, пойдем? Ну, я пошел. This must be the wreck of the Peacemaker. Some of her cargo may remain. Вот, и есть миротворец. Серлор, давай только ты не пойдешь, туман смерти за мной. The spirit hovers before you. It looks into your eyes and reaches out a hand of smoke and gossamer, silently begging you to take it. You feel the boards creak under your boots. The smell of salt and pitch fills your nose. You check the knots securing your cargo, hands moving over rough rope in the darkness. There's a shout from above decks, and then the world turns upside down. You're pitched violently sideways as the planks around you rip apart and black water floods in. The current twists and tears at you, battering you against the ship's cargo. You hang on until a small box comes loose, cracking against your skull as it's dragged away by the torrent. As your vision fades to black, you see the walls shudder as the Peacemaker snaps in two. You awake to the flicker of torchlight and the sound of voices. Here, crack this and open.
With locks like these, there'll be something good inside. You hear the snap of a latch being broken and a long, low whistle. Get word to Lohar. The Reds are shipping death fog. Send your fastest runner. Go! You lie still for a minute until you feel a rough kick to the ribs. Thought I saw a twitch, says the dwarf, looming over you. Well now, ain't you an unfortunate little flounder? She growls before clamping a hand across your mouth and nose. Sorry, hun, no witnesses allowed. You kick and struggle weakly, desperately trying to catch your breath, but the dwarf's grip is iron. As your vision starts to swim, you see other dwarves moving in the torchlight, hauling your cargo off the ship. You give one last kick and then... darkness. Stepping back from the spirit, the feeling of her panic starts to slowly fade from your mind. Интересная смерть. Магистр, твой отряд был избран на преданность ордену. Груз под твоей ответственностью. Твоя задача довести его до пункта назначения в целости и сохранности. Не открывай груз, не позволяй никому, ни капитану, ни команде открыть груз. Этот груз очень ценен. Защищай его ценой любой жизни, да? Так, Сирлора, давай-ка ты не будешь за мной идти. The squirrel looks at you in shock. Are you sure you want to chase him away? А куда мы его прогоним? Давай загрузимся. Я просто не знаю, куда я его прогоняю. Я думал, он на месте будет стоять, может он... Ну ладно. Просто я думаю, что он сейчас сдохнет в этом тумане смерти. Он же за мной сейчас пойдет, он же больной. Ну давай, Стерлар, иди за мной. Ой. Ну вот пошел, смотри-ка. Боже мой. Неплохо. Везучесть +2. Это, кстати, лоусы можно дать, и с помощью этого мы там налутаем дофига всего. Nice. Ну вот Сирлорий кончился. И стал призраком бегать за нами. Ну вот и бегай. It's still there, Quercus. Do you... Погребем, слышишь, мне мешает в бою? It's still... Блин. Но с другой стороны он сдох, да? Ну так, каким вот образом. Не, я телекинезом достану это. Сирлор нужен мне в бою хотя бы для того, чтобы он отвлекал противников. А будучи призраком, они его не видят. Они не будут в него стрелять, но при этом он будет не мешать, как обычно. Вот поэтому его нужно поставить жив как можно дольше. Пускай он привносит хаос в бои. Nice. Ну, пойдем. Так, куда идем дальше-то? Хочу 12 уровень. Крутой консультацкий. Нет, то. Про магию оленей и рогов я вам спою и расскажу историю правдивую свою. Из рога наконечник свалил пораженный с ног, и тот лежать остался, покуда встать не мог.
Кстати, это надо лов садить, да? Ну блин, так-то это дамаг дает очень неслабо. Везучесть. Ну везучесть тоже классная штука. Да, она ведь нам дает дофига этого. Не знаю, больше дамага или защиты все-таки магической. Фиг знает. 2 везучести это здорово. Это реально хорошо. Ладно, давай это. Пока играется достаточно легко. Ой, простите. Пускай будет одето это. Урон, конечно, упал, но мы должны больше всего находить. Так, ты что, не подняться, да, никак? Так. Ну ладно, тут так и не подняться пока что. Пойдем-ка тогда This к гному. shrine fills you know. Пойдем в лох навестим. Расскажем ему свои новости. Плохие и очень плохие. You ain't gonna last much longer. Loha rubs his forehead beneath his hood and stares at the ground. As you approach, his face hardens and he stands at his full height. So? Loha takes the amulet and turns it over in his hand. He pockets it matter-of-factly. What did you find in the cave? Dead, more dead, and Mordus with them. I owe you. Whole realm owes you, really, but I'll do my best to settle that debt myself. Take this key, nicked it from the Whites. It opens a chest in the Magister Barracks, 2nd floor. Be careful getting at it. If they spot you, it'll be lights out. Should be some good stuff in there, though. Казами магистров на втором этаже. I guess there's no hiding it now. It's like this. I didn't sign up to move Death Fog. Other weapons, even soul-forged weapons, sure. But Death Fog? Absolutely not. When we found the bomb on a Magister ship, I was told to ship it to Arx along with the rest of the stuff. But I couldn't. I didn't want my people to have it any more than theirs. Nothing good can come of Death Fog. Nothing. Mordus disagreed, obviously. But thanks to you, he's dead. I'll go destroy the Death Fog bomb myself. Make sure no one can get their hands on it. Ever. In an instant, Loha goes completely white. No! What have we done? I don't deserve your kindness. I should have told you before. I just... No, I've got no excuse. I'm gonna do what I can to stop the Queen. I suggest you try the same. Get to Arx. End this before Justinia does. There'll be a wedding in full swing by the time you arrive. A girl named Isla and some do-nothing type. Her father's well placed, though. If anyone knows where to find the Queen, it's him. McHale Ross is his name. Tell him I sent ya.
Ark's wedding McHaleRUS. Got that? Off with you then. Time ain't on our side. Вау. Ух ты. 14 шанс крит удара плюс. Ого. Это очень мощно. Это очень крутой лук. Looking rough, Mole. Real rough. Да, и это тоже классная вещь. Так, что если этот лук дать Лоуса? You can handle Жалко, что в него this. руну не поставить. Но блин. Тут такой шанс крита же будет. Это же что-то с чем-то. От каждого третья плюха будет критовать. Объединить с ядом. That's a lot of blood. Ну-ка, что если его одеть? Урон поменьше, конечно, но шанс крит удара куда выше стал. Looking rough, Mole. Еще он замедляет. Rough. А это что нам делает? Это охлаждает, удушает и отравляет. Ну блин, шанс 26 на 26 и 40 это просто небо и земля. Плюс тут еще уклонение 7%. Ну ладно, как бы это... Вот эта вещь тоже для Лоуса хороша. Мастерство охот. Ну вот этим мы уроны компенсируем. Плюс интеллект. Poor baby. Так, окей. 41 шанс крита. Очень здорово. That's a lot of blood. Пойдем там к гному направимся, к этому. Impressive. Dare say the spirit of the one stronger in you than anyone else I've seen. Even Murga. А у этого точность бешеная. Вот было бы здесь за место двуручного, не знаю, искусство убийства или военное дело, я бы это взял. При прикосновении накладывают эффект охлаждения. Это в смысле, если нас бьют, то противники охлаждаются, я так понимаю. Всего 20 золота. Это надо Лоуса одеть, потому что у нее сейчас будет везучесть 3. Плюс еще уклонение 7%. Она нам столько богатства задарит просто. Это похуже будет. Это вообще шляпа. Это похуже. Ну, брони больше, но такие себе пассивки. Это все на продажу. Он, наверное, будет удивлен, что я плохо надаю клинок. Кстати, хорошая палец на самом деле. Сила военное дело, двуручное, еще нокдаун. На 2 хода с вероятностью 15%. Нифига, это очень круто. Капец, мы его всех денег лишаем.
Окей, ладно. Вот так вот. Уклонение 14% неплохо, слушай. Штанички такие смешные, правда, у нее. Так, чего у Фейна тут? Телосложение, телекинез, инициатива. Возмездие, стойкость. 3 уклонения. Нет, инициатива мне больше нужна. Ладно, пойдем дальше, на площадь. Nothing good. Avoid woken or buying or selling. Capital. Good luck to you. Then don't come over. Not like you're buying anything. If I don't come visit your ton, who will? Wouldn't you like to Ну know? вот, а куда вышел урон зато? Что тоже хороший лук, на самом деле. Тут куда выше урон будет, а просто значительно выше. The kind that don't fancy starving along with the rest of this town. It's all well and good for you Ну ладно, with your дождемся ration. следующего уровня с этим We've got to take what we can луком. get. Как бы, он, конечно, будет получше, но тратить на это сколько? Почти 2000, наверное, пока не стоит. Ого. А вот это классный очень. Много брони просто. Ну ладно. Скоро новый уровень. Немножко потерпим. You're safe among friends. Never forget it. Главную руну случайно не отдать. Тут руну не продаю случайно никакую. Окей. Надо из маски сил руну достать. Окей, пускай пока так будет, да? Пускай пока будет так. Пойдем к магистрам на второй этаж. Вот это, да, вот? Так, Лоуса занимается отвлеканием. Oh, great, a citizen. А кто меня видит? А как она меня видит за стеной? Даже вот этот сундук, я так полагаю. Бред какой-то, нельзя даже подвигать ширму. Даже ведь не спросить у них, а можно ли ширму подвигать? Head nodding drowsily. They won't take me unawares. I'm ready for anything. See? I haven't slept in. No time for chit-chat. Brianna can take your report. Блин, так она действительно на чеку, она меня так палит здесь.
I'm on a break now, Yvette. You better not fall asleep on your watch again. Calm down, Brianna. Carver's got his dossier on the sorcerers. Как ты меня замечаешь, я не понимаю. Ладно, давай сначала проверим, тот ли это сундук. Хе-хе. Я в бутылке сижу. Как она палит через эту штуку? I'm on a break now, Yvette. You better not fall asleep on your watch again. Calm down, Brianna. Carver's got his dossier on the sorcerers. Everything's falling into place. All I need to do is watch. Боже мой. Никто ничего не видел. Так и нужно было сразу сделать. Ладно. Немножко порофлили над ними и хватит. Какая-то очень крутая одноручная палица. Don't come over. Not like you're buying anything. Buying or selling? Capital. Good luck to you. Так, давай лоусы. Wouldn't you like to know? Так она стоит 82, а так она стоит 363. Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Пойдем, знаешь, что тогда к этой женщине, как его? К этой вот. Glad to see you well. Anything more? Что у тебя тут появилось? Пыльца Пикси появилась или нет? Что там можно купить? Пустые флаконы для зелья тоже можно купить. There's a lot of call for the junk you sell, then. Junk? Why, I offer nothing less than the wisdom of the ancients, and... Vapid fiction, along with a large helping of ham. Так-то неплохой щит, на самом деле. Типа куча брони всякой, силы и возмездия, и уклонения еще и отражают урон. То есть там уже 25% урона будет отражаться. На самом деле можно и в танкобилда и играть неплохо, даже с кинжалом. Типа у тебя куча уклонений уже будет, плюс еще шанс поставить блоки, еще и отражение урона, и при этом у тебя куча брони всякой разной. Но это не мое сейчас. Может быть, к концу игры придется немножко в броню укачаться, потому что там ловкость не так сильно будет решать уже. Пойдем сходим к мастеру Сиве. Расскажем ей то, что мы научились чему-то новому. О, ремонтный молоток.
сначала истоком заправимся. Оба, уже 2 ячейки истока хаваем. Класс. Здравствуйте. The Meister sits slumped in her chair. You notice that some of her scales... What news? Can you channel enough source? Are you powerful enough to proceed? Blessed news. Now hurry. Gather the source you need from the fountain and perform the ritual again. Третий ритуал. Мне же кровь нужна, да? Good find. Так, где там мой этот? Объединить с ритуальной чашей. Так туда же еще чернокорень надо засунуть. The Meister sits... What news? Can you... of course. My supply has rather gone up in... You can find more in the cloister woods to the northwest of Driftwood. Hardly a charming place, but it grows nowhere else. Blessed me... Так, чернокорень нужно. Он у меня есть? Блин, эту чашку надо выкинуть. Там не стой. Ой, блин, походу у нас чернокорня-то и нету. Так, ладно. Поедем-ка трупиков. Ничего. An ancient memory overwhelms you. You are no longer you, but you still sense source saturating the air, more than you have ever felt before. You watch a figure stride through a cavern of amethyst and rose quartz. A man. No light touches this place, yet the stones and minerals illuminate his way. The man approaches a pearl sphere atop a pedestal. He lays his hands upon it, and source rushes through his fingers. And you are thrust back into reality. The memory fades, but you still sense the source the man has commanded, as if you'd possessed it for yourself. Где же новый скилл? Рой москитов. You lose yourself in an ancient vision. As the man you saw before touches the pearl orb, you begin to feel yourself be. Various shades of grey swirl across the globe's surface, then part. You are free, joined by 7 others, summoned by sacrificial source. The 8 of you rush forth as shadows, past the globe, past the man whose body now lies limp on the floor, past the jeweled walls. The vision ends just as you emerge from the cavern. This memory, it feels ancient, a lost place in a lost time. You fall into another memory. You emerge from the crystalline caves, past the orange rubble jutting from the ground, and rise above a shimmering lake. Surrounding the lake is a throng of figures, your worshippers, our worshippers. They will deliver your rightful power to you. You will be as gods. The mob drops to its knees as one. The shimmering lake, once placid, begins to boil and bubble, draining source from every supplicant. The past fades into the present. You see through your own eyes once again. You sought escape, but something stalked you. You fled, it followed. You came across a pile of bones. In that moment, you knew that this would be your fate.
You tried to run. Your source collar was heavy around your neck. You slipped on the slick stone, and then they were on you, dozens of mouths feasting on your still living flesh. You tried to make a break for it, from Fort Joy to the beach. You didn't make it. You died to the sound of your own echoing screams as the Voidwoken gnawed your bones. You shut your eyes and try to block out the sensation of giant mandibles nuzzling your flesh. You hear it click-clack away. You daren't move, not after you saw what happened to the last one who tried to run. What do these things want? You run through the caves as fast as you dare in the gloom. The outraged screech of the Voidwoken is not far behind. You run straight into something, almost bouncing off of it. A gate. A locked gate. You frantically try to climb over it, but it's too high. Claws envelop you and drag you into the darkness. You claw desperately at the cave wall, trying to get enough purchase to crawl away. But they're slick with water and something else. You fall back into an unknown horror's embrace. Huge fangs caress your neck. You shut your eyes with a whimper. You keep your eyes shut tight, muttering rapid prayers to the Seven. All around you is a cacophony of wails, whimpers and cries for help. You try to shut them out and pray with even more desperate fervor. A loud, inhuman roar suddenly cuts through the cacophony. You cover your ears with your hands and pray on. You turn away from the sunset, only to see that Stanley has dropped to one knee. He holds out a ring to you with a sheepish grin. Your hands fly up to cover your mouth, but too late to prevent a happy gasp of surprise from escaping. You didn't think he had it in him. Что у нас там? Исцеление? От еды? От еды. Такая себе еда. Так, окей. Давай на корабль тогда. Там пацан нам должен принести это. А, он еще не пришел? Пацан, ты где? Пацан еще не пришел. Очень жаль, что еще не пришел. Он мне нужен. Так, ладно, тогда куда нам двинуться-то нужно? Ой. Кровавый след. Так, потом подумаем, что с этим надо будет сделать. Пещера, дом Мордуса, черный бык. А, секунду, в доме Мордуса же было это. Закрытая дверь. Там взлома очень много надо было. Сколько у меня сейчас взлома? Там, по-моему, 4 нужно было взлом. А у меня взлом 2. Точнее, воровство. Что у нас тут? Два безмолвных помощника. Бесполезных. Блин, я не знаю, если честно, у меня такое ощущение, что Лоуса вообще отдать. Кстати, за место восприятия можно взять силы. Наверное, я думаю. У нас восприятие и так, потому что вообще какой-то оверпрайс. О, тут увеличивает атаку ядом, кстати, геомантия. Неплохо.
Просто если была бы Лоуса главным героем, было бы проще. Но в таком случае, чтобы воровством занималась Лоуса, это такое себе. Это можно, конечно, делать. Слушай, реально. Давай тут максимум убеждения заобузим. А Лоуса у нас теперь будет взламывать. У меня же все равно куча отмычек, которые никуда не деваются вообще абсолютно. Да, почему бы и нет? Будем считать, что Фейн у нас устал взламывать. Сколько у нас отмычек-то? Их легко и делать на самом деле. Так что это вообще не проблема. Вот так вот. Теперь Фейн у нас действительно всех отлично убеждает. А Лоуса просто прекрасно ворует. Ну, тут так можно все и оставить. Правда, непривычно будет первое время, наверное, за Лоуса ломать. Сколько у нас там этих? Так, погоди-ка. Давай посмотрю, как отмычки делаются, вспомню. По-моему, гвозди берутся. И ремонтный молоток. Да, вот отмычки. У меня их 28. Так, слушай, мне их вообще... их по 4 дается. О, так это... Фу, блин, тогда можно вообще не переживать, что у меня отмычки кончатся. В игре столько замков нету. А у меня воровство теперь 5, это вообще очень много. Да, я теперь могу, наверное, какую-нибудь шмотку дать на воровство для Лоуса. То есть убеждение у Фейна с помощью этой штуки идет. Да, пускай, наверное, так и будет. Здесь тоже он воровство дается. Отлично, в принципе, пойдет. Там и у Лоуса скрытность в целом выше. Пускай ворует она тогда в этот раз. Раз у нее отмычек столько. Кончилась эпоха Фейна по взломам. Там был этот сундук закрытый. Блин, это все еще в туалете сидит. О, взламывает. Изи. 101 монету взял? Не знаю, оно того не стоило. Так, дом Мордуса. Nice. Seems like I've got a real talent for this. Окей, смотри-ка. Интересно.
Окей, тут у нас это... Загадка ждет нас, да? Так, что нам нужно? Так, давай кто-то один будет двигаться. Блин, опять эта херня мелкая бегает, мешается. Лос, давай отойдешь. Подай лучше вазы. Блин, тут этот мелкий... бегает. Отстань от меня, не мешайся. Стой там тогда. Так, вот, это получилось, смотри. Вот этот угол. 3 огня. 2 этих сбоку. Это здесь. Здесь нужен цветочек. Цветочек тогда нужен, наверное, здесь. Тут цветочек, тут огонь. И снизу надо как-то активировать. Не так. О! Изи. Пойдем. Совершенно нежить 1000 хп, нифига. Дыба истока. Приковывает нежить к волшебному пыточному устройству, лишая силы и способность двигаться. Интересно. О, тут тоже эти гнилые яйца. Сколько у нас прочность клинков? 12-14. Ладно, на десятки надо будет отремонтировать, наверное. Здравствуй, нежить, как дела? You see an undead figure chained to a torture rack, bones glowing a sickly green, as if lit from within. It raises its head to look at you before lowering it again, exhausted from the effort. Please, my brother in undeath, release me. Ну да, он лич, судя по всему, но он не просто нежить. The creature's eyes roll in your direction. Its gasps grow more urgent. Mordus, he feeds on my source. Please, end this pain. Grant me life. Мордусов нету больше. To speak another chant, but the words elude you, snatched from your memories before you can utter them. The figure's wheezing lessens as its eyes lock on yours. Не, я не хочу его отпускать. The skeleton responds with a heart-rending gasp. The chilled air grows even icier. Mordus, the priest, not what he claims to be. Without me, he is nothing. A worm, a grub. He doesn't draw upon his own strength, his own source. With this contraption, he draws upon mine.
Free me! Release me from Mordus' torture! The fiend is gone then. Oh, glory to the stars! My soul, no longer his to imprison. The panel, please. Not dead, yet not alive. It goes silent, save a slight wheeze with every rise and fall of its bony chest. The creature shudders, trying to break free of its restraints, then lowers its head in Ну, он же нежить. Он, судя по всему, необычный. The urns will shatter. The bones will rise. The creature murmurs a quiet poem. You recognize the language. It is that of the eternal race. Its head leisurely rolls towards you in response, its glowing eyes revealing surprise at your knowledge of the tongue. Freedom! A single touch of the second from left. My freedom and theirs. The creature is quiet once more, save its constant wheeze. Вторая кнопка слева. А если я его не хочу освобождать? Ну, давай нажмем на эту кнопку. А, это огонек. А это? Так, это свобода только для вот этих, да, получается? Но не для него. Ну, так и сделаем. Слушай, их много тут. Кто бы что ни говорил, но их здесь много. Их реально много. Бом. Еще два рикошет. Отлично. Так, этому парню надо броню снять. Забафаемся, наверное, да? Далеко? Да, не так уж и далеко. А вот эти уже будут бить больнее, кстати, смотри-ка. Вот глуханем его. Так, этот будет магией кастовать, этот будет вечность идти. Ладно, пока так и постоим. А, там же сверху еще один маг. О, сейчас будет больно. Все, Фейн приехал, да? Так, кто там кости эти создал?
пыльные. Вот это, да, чувак? Капец, он жирный. Что-то я недооценивал тут файт, он реально тяжелый, на самом деле. Надо Фейна спасать. Ха. Так, я уйду вниз. Hurts, doesn't it? Блин, прикинь, чуть-чуть не хватило. А, у меня нету очков. Я не смогу тут стоять, меня запалят. Тогда нам нужен тактический отход. Куда-нибудь сюда, что ли? Что-то я думал, что я его сейчас убью, и у меня резет будет очков. А убить не удалось, к сожалению. Чуть-чуть не хватило урона. Как он выжил вообще? Ого, он исток захавал. Ждем. Что дает? Дает горение. Горение жепы. Отличный просто ход. Только я горю так-то. Очень хорошо горю. Я могу так-то это юзнуть. Кстати, можно проверить, действительно захилит ли это меня. Но я хочу глухануть этого и уйти в инвиз. Но мне сначала надо горение как-то остановить. А, погоди, я знаешь, что могу сделать? Делаем вот так вот. Сейчас проверю, хилит ли это меня. Не хилит. И дебаф не снимает. То есть на нежить это не работает. Сколько очков есть, только посрал. Окей. Ладно, где там фласка? Так, надо вот этого убить. Он же у нас это колдует магию призыва. Могу, кстати, бафнуть ярость. А еще могу я бафнуть ясность. У нас все равно поднимется. Ну и точность будет куда выше. Doesn't it?
Бичи, да? Давайте. Делайте, чего умеете. А, он его забафал. Окей. Ждем. Ничего себе, ты шустрый чувак. Окей. Вот этого надо убрать. Надо обязательно его убирать. Дали ход. Отлично. Теперь надо бы заняться вот этим. Повелителем бурь, блин. Надо было... Хотя просто сама себя бафнуть может. А, у нее каменная броня. Окей, тогда все ясно. Ну, я просто отступлю. Можно двумя прыжками как-нибудь? Сначала сюда. Потом сюда. И что мы сделаем? Мы дадим Фейну благословение. А, смотри, типа, если я горю и я бафаю себя, я получаю священный огонь? Я не знал, я думал, там у меня сейчас будет другой перк. Если честно, я хотел другое. Какой затянутый файт выходит у нас. Согласно. Берем спину. Удачи, парень. А, у него сейчас также каменная броня, блин. Надо как-то кого-то убивать быстро очень. Давай этого, что ли? Или этого?
Просто я так могу Фейна глухануть. Случайно. Ладно, Фейн, наверное, добьется его. Мы ему ход дополнительно дадим еще. Давай сделай грязное дело. Отлично. Теперь пройдемся к этому. И бьем истощением. А вот и я. Ну ты нефтяной чувак вообще. Нефтяной, нефтяной. Ну, давай что дальше мы себя сейчас забафаем. Хотя это не имеет смысла. Наложу-ка я доспех Мороза на Фейна, он все равно ходит в следующий ход. Не надо, чтобы он его глушил или еще что-нибудь с ним делал. Опять он призывает своего этого скелетика. Ну, вам канон. Ну, ударишь ты Фейна и чё? Ничего такого не произойдет. Прощайте. Так, из ресурсов я потратил исток, хотя мог и не тратить. Потратил одну хилку. О, какой-то ключ. О. Так, давайте теперь фиолетовую кнопку нажмем. Что она делает? О, еще и с удачей колечко нашел, получается. Ты, короче, Слоуса нам просто такое богатство будет выдавать. Так, пойду пообщаюсь с этим снежичем. Привет. Ладно, я его освобожу, но я его убью. Freedom! About time too! I can't tell you how long Mordus has been draining me. I'm absolutely famished. Живое мясо это чье? Если человек, что я тебя не отпущу. The creature harumphs. You freed a master of the magical arts. For that, I'll leave your bones intact. For demolishing Mordus's minions, I'll give you a skill book of your choice. Choose your subject. Да, давай сначала навыками стока. I offer you life and learning, and you're still begging for more? You're wasting my time. Here, just take a book. Its wisdom might do you some good. Speaking of which, allow me to share some wisdom of my own. The undead creature bears 2 rows of broken, cratered teeth. Stay out of my way. Curse you, Mordus, and curse your blasted machine. I will be. The creature begged for release, but can it be trusted?
Погоди, я не хотел его освобождать. Я хочу его убить. Он же лич. Нужно наделать делов. С другой стороны, он мне дает книжку. Такую себе, если честно. Слушай, а если выстрелить в него, пока я общаюсь? Speaking of which, the undead stay out of my... Почему? Очень странно, он какой-то неуязвимый. Curse you, Mordus, and curse О? your blasted machine. Блин, он смотался. The creature begged for release, but can it be trusted? We're pretty formidable these days. Might as well hunt that thing down before it causes too much trouble. Так, он мне дал книгу мастерства «Смерч». Ну, пускай будет. Возможно, когда-нибудь пригодится. О! Направо для руны. Тут все, да, у нас? Ну ладно, значит пойдем отсюда. Сколько у нас денег там? 10 тысяч фейна ровно, 20 тысяч уже у нас. Неплохо. Ух ты. Кажется, я знаю, кто вас убил. Ну ладно, чё поделать-то? Once Magister, now lost soul. He swivels his head, getting his bearings. He sees you and moves to speak, but no sound emerges. The stench of the Magister's corpse dissipates. It's replaced with another scent, equally noxious, breath. The stink fills you, then pauses, then fills you again. Then the roar comes. Your skull rattles as the mouth of this breath creature engulfs your face. The foul odor is pushed from your lungs by a torrent of blood, then replaced by a gust of fresh air. You take a cleansing breath and look to the unnerved spirit. He points his forefinger at his chest, then back at you. The spirit looks at its own corpse, then at you. Its horrified eyes plead with you for answers. All goes black the moment your hand reaches the ghostly Magister. You see nothing, hear nothing, for your senses are overwhelmed by the pain of razors slicing through your flesh. One chunk of meat after another is ripped from you until there's only organ and entrail remaining.
yet you still feel tooth and claw as they skate across your bones. And the pain is released. You touch your arms, your belly, your head, relieved that you are still intact. Так, мы выпустили зло, да? Ну, ладно тогда, чё уж, выпустили, так выпустили. Плохо, конечно. Но я не мог его остановить никак. Точнее, нет, я мог его не упускать, но при этом... Там квест. Эх, ладно, давай тогда на этом мы заканчиваем. И продолжим уже в следующей серии. Все тогда, б-б, пока.